Всем привет, с вами Проверка Реальности. Когда-то давно возник образ геймера. Замкнутого отшельника, вынужденного искать виртуального общения для того, чтобы влиться в общество и найти в нем свое место. И даже более того, уверен, что все знают стереотип о том, что для любителей онлайн-игр виртуальный мир становится аналогом или даже заменителем общения в реальном мире. И что в онлайн-играх людям, не способным приспособиться к реальности, проще взаимодействовать с другими, без всей этой трудности и противоречий реального мира. Мы с вами, люди, играющие в игры, не понаслышке знаем, почему это, скажем, совершенно не так. Но, к сожалению, этот стереотип по-прежнему сохраняется в определенных кругах. Что ж, к счастью, у нас теперь есть достоверные научные данные, которые можно показать этим людям, чтобы развеять этот миф раз и навсегда. Данный выпуск Проверки Реальности посвящен именно этому. Общественные проявления увлечения играми, изучение онлайн-игр в клинических условиях. Это название исследования, проводимого исследователями Университета штата Северной Каролины. В статье, опубликованной в журнале Computer Mediated Communication, исследователи сообщили, что онлайн-игры могут дополнять и даже улучшать общественную жизнь геймеров, а не подавлять ее. По словам ведущего автора, доктора Ника Тейлора, геймеры — это не асоциальные типы, живущие в подвалах, какими их показывает поп-культура. Они чрезвычайно общительные люди, а отшельники — это скорее исключение, а не норма. Итак, чем они это подкрепили? Что ж, исследователи проанализировали поведение тысяч игроков в онлайн-играх, особенно тех, кто играет в ММО наподобие World of Warcraft или EVE Online. Они посетили огромное количество игровых мероприятий в Канаде и Британии, включая небольшие сетевые встречи, фанатские конвенции, интернет-кафе и ночи игр в пабах. Параллельно с этими серьезными наблюдениями и интервью, исследователи проводили один менее масштабный, но более детальный опрос 378 геймеров, чтобы узнать, как они общаются с другими людьми. Их целью было сравнить поведение геймеров онлайн и офлайн, чтобы понять, как они взаимодействуют друг с другом. К их большому удивлению, в ходе всех мероприятий игры оказались лишь одним из аспектов социального взаимодействия. И снова процитирую доктора Тейлора. «Мы обнаружили, что геймеры проявляют одновременно множество видов социального поведения. Они наблюдают за игрой, разговаривают, выпивают и общаются онлайн». Итак, хотя некоторые изученные виды обстановки, где собирались геймеры, такие как интернет-кафе с кабинками на одного человека, и препятствовали общению, они оказались в меньшинстве. Другие же виды, такие как, например, сетевые встречи или сетевые вечеринки, игровые конвенции и встречи в пабах, дополняли или укрепляли социальную взаимосвязь. Как подчеркивалось в исследовании, сетевые встречи чаще всего проводились с друзьями, людьми в романтических отношениях или членами гильдий. Для большинства из них причиной их посещения было желание поучаствовать как в онлайн, так и в офлайн общении. Занятно, что это не зависело от того, в какую игру играли игроки, и даже не зависело от того, как они себя вели в процессе. То есть, если в игре их поведение было крайне враждебным, то в реальную жизнь оно не переносилось. Игрок может быть невероятно жестоким в игре и по-прежнему нормальным в офлайн общении. Это отлично увязывается с другими вещами, о которых сообщили исследователи. К тому же, они утверждают, что все то, что происходит в ММО, нельзя считать аналогом того, что происходит в реальной жизни. Они заявляют, что мы не должны думать, что игроки находятся либо здесь в реальном мире, либо там в мире онлайн. Мы должны думать, что они совмещают и тот, и другой. По сути, не забывайте, что, повторю еще раз, у подавляющего большинства людей, играющих в онлайн-игры, сохраняется чувство реальности. Однако одна вещь, которой не знали доктор Тейлор и остальная команда, заключается в том, что это исследование сосредоточено на одном лишь западном комьюнити. Различия, а соответственно и другие результаты могли бы быть обнаружены, если бы исследование было повторно проведено в других игровых культурах. Именно это они и планируют сделать в будущем. Что ж, какие выводы сделали вы об этом исследовании? Пишите в комментариях под видео. А также, если вы хотите прочитать статью целиком, заходите на блог автора по ссылке в описании. К тому же, если вы хотите посмотреть ее на ютубе, ссылка тоже находится в описании. В прошлом выпуске Проверки Реальности
части я попросил предложить мне возможные темы на будущее, и я получил тонну отличных вариантов, особенно в Твиттере. Пользователь Леви Смит предложил такой: тебе стоит сделать выпуск о Бэтмене и о том, возможны ли его гаджеты в реальности. Будьте готовы узнать это. Билл Хадсон спросил, что вызывает во время игры в Цивилизацию ситуацию «Еще один ход». А еще в предложениях: сделай выпуск о щитах, как в Стартреке или в Halo или в других любых научно-фантастических штуках. Огромное спасибо вам, народ, за все эти идеи. Я добавил их все в свой список. Спасибо за просмотр. Переведено и озвучено командой X-Delay. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наши каналы на YouTube, Twitter и паблик ВКонтакте.